Вы реально до сих пор боитесь яиц из-за холестерина? 2 яйца в день, всего 2. Кто-то говорит, это путь к инфаркту, другие, что это самый простой способ сохранить здоровье и молодость. Так где же правда? Сейчас я покажу вам, что с вами на самом деле происходит, когда вы едите по 2 яйца в день. Давайте заглянем внутрь обычного куриного яйца. Это не просто белок и желток, это один из самых питательных продуктов, которые вообще существуют. Начнем с главного. В яйце около 6 грамм легко усвояемого белка, причем такого, который организм использует почти на 100%. Если вы заботитесь о мышцах, весе, восстановлении, это идеальный строительный материал. Кроме белка в составе есть холин. Важнейшее вещество для мозга и нервной системы. Об этом я расскажу подробнее, но чуть позже. А еще лютеин и зеаксантин – природные антиоксиданты, которые защищают сетчатку от синих экранов. Это как внутренняя защита для ваших глаз, если вы постоянно перед монитором. В яйце есть также витамин А, который отвечает за зрение и здоровье кожи. Витамин D за иммунитет, гормоны и плотность костей. Витамин Е замедляет клеточное старение, укрепляет сосуды и снижает воспаление. И B12 – ключ к энергии и стабильной работе нервной системы. Он особенно важен, если в рационе нет или мало мяса. Из минералов цинк, железо, йод, селен. Один для иммунитета и волос, другой для кислорода в крови, третий для щитовидки, четвертый это антиоксиданты и поддержка гормонального фона. А если яйцо фермерское, а не из фабрики, в нем еще есть и омега-3. Те самые жиры, которые нужны сердцу, мозгу, коже и суставам, и которых большинству из нас, к сожалению, не хватает. И все это в одном единственном яйце, и при этом это всего лишь 70 калорий. Хорошо, в составе яйца прям биохимическая лаборатория. Но одно дело, что внутри, а что происходит с вами реально, когда вы начинаете есть по 2 яйца в день. Покажу на примерах. Первое – это мозг. Благодаря холину яснее мысли, лучше фокус, меньше забывчивости. Особенно если раньше было ощущение тумана в голове, становится легче собираться и соображать. Второе – это глаза. За счет каротиноидов зрение становится устойчивее к нагрузкам. Если вы весь день смотрите в экран, к примеру, на работе, и решили внедрить привычку есть по 2 яйца в день, через 1-2 недели можно заметить, что глаза меньше жгут, пересыхают, устают. Дальше сердце и сосуды. Особенно после 40 уровень хорошего холестерина снижается. А яйца как раз таки-то помогают его поднять. Это не теория, это подтверждено научными исследованиями. При регулярном употреблении яиц повышается липидный профиль. Теперь давайте затронем голод и переедание. 2 яйца на завтрак стабилизируют аппетит на несколько часов. Снижается тяга к сладкому, к перекусам, к вечерним зажорам. Тело говорит, наелся и не просит лишнего. В конце видео я, кстати, подробно расскажу, как правильно готовить яйца. И вот, кстати, реальный пример. Одна моя клиентка, женщина 47 лет, вела привычку есть 2 яйца каждое утро. Просто вареные, без хлеба. И вот что она мне написала через 2 недели. Я перестала срываться на сладкое после обеда. Раньше казалось, это сила воли, а оказалось просто я голодная была. Вот вам и работа продукта, без уговоров, без ограничений, просто тело получает то, что ему нужно. Кстати, если хотите на индивидуальный разбор, ссылка в описании. А теперь мышцы. Особенно если вы не ходите в зал, но хотите держать форму. С возрастом мышечная масса уходит быстрее, а яйца дают белок, чтобы ее сохранять. Ну и внешность. Волосы становятся плотнее, кожа ровнее. Белок, биотин и сера делают свое дело. Это не косметика наружная, это именно питание изнутри. И я сразу предсказываю вопрос, который сидит у вас в голове. А как же холестерин? Понятный вопрос. Слишком долго нас пугали, что яйца это практически гарантированный инфаркт. И правда, в одном яйце около 180-200 мг холестерина. Но холестерин из еды это не приговор. Организм у большинства людей сам регулирует уровень холестерина. Когда вы получаете его с пищей, печень просто меньше вырабатывает своего. И в итоге баланс сохраняется. Исследования последних лет показывают, что в 85% из всех участвующих яйца вообще не поднимают плохой холестерин. А у многих даже повышается хороший, который наоборот защищает сосуды. Вот прямая цитата из исследований Гарварда 2020 года. Нет связи между употреблением 1-2 яиц в день и риском сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей. Но тут важно понимать, если у вас редкая, наследственная гиперхолестеринемия или диабет 2 типа, ситуация для вас индивидуальная. В таких случаях стоит смотреть анализы и обсуждать уже с врачом. Об этом я скажу еще чуть позже. А если вы здоровы, то яйца вообще не враг. Вредно не яйцо, а когда его жарят на масле, сверху кладут бекон и все это с булкой еще запивают колой. Проблема не в продукте, проблема в контексте. Тут назревает логичный вопрос, сколько же яиц в день можно есть без вреда для здоровья? Где эта граница между пользой и перебором?
На самом деле жестких ограничений больше нет. Эти времена, когда рекомендовали не больше 3 яиц в неделю, уже давно прошли. Тогда просто не было нормальных данных. Сейчас они есть, и все выглядит иначе. Если вы здоровы, у вас нет нарушений липидного обмена, 1-2 яйца в день вообще без проблем. Это не только безопасно, но и полезно. Даже по 14 яиц в неделю это нормально. Это может быть и завтрак, и салаты, и в запеченных блюдах. И это не мое личное мнение. Это рекомендации многих нутрициологов и медицинских ассоциаций, в том числе Американской кардиологической ассоциации, которая говорит, что 1 яйцо в день допустимо даже для людей с сердечно-сосудистыми рисками, при условии, что питание в целом сбалансировано. Кстати, знаете, сколько яиц в среднем едят в Японии? Больше 300 в год на человека. И ничего, самые долгоживущие нации. Одна из самых низких смертностей от инфарктов. Просто у них яйца — это еда, а не повод для тревоги. Конечно, если вы завтракаете не только яйцами, а беконом, булкой, жареной колбасой, сосисками или картошкой, тогда вопрос не в самих яйцах. Тогда весь рацион нужно пересматривать. Если же вы их добавляете в нормальную живую еду, например, с овощами, зеленью, авокадо, кашей, рыбой, это только плюс. Так что да, вопрос не в цифре, а в картине в целом. Если в этой картине есть яйца, вы точно на правильном пути. Напишите в комментариях, сколько вы яиц едите в день. И был ли у вас страх перебрать? На нас всех повлияли вот эти старые мифы. Давайте посмотрим, сколько нас. Теперь давайте разберемся с еще одним частым страхом. Это желток. Многие думают, что белок это полезно, а желток это жир, холестерин и от него толстеют. На самом деле все не так. Желток — это самая ценная часть яйца. Именно там находятся самые основные витамины, антиоксиданты и полезные жиры. Да, в нем есть жир и холестерин. Но как мы уже выяснили раньше, для большинства людей это не повод для тревоги. А вот если вы уберете желток, вы теряете почти всю пользу, оставляя только строительный материал из белка. Желток на самом деле это не про вред. Это про сытость, работу мозга, усвоение жирорастворимых витаминов. И все это в природной компактной форме, к которой организм адаптирован тысячелетиями. Но если вы все равно переживаете, то можно использовать комбинацию. Одно целое яйцо и один белок от другого яйца. Это рабочий компромисс, но не превращайте желток в врага. И вот тут мы подходим к самому забавному, к мифам. Потому что желток это еще полбеды. Люди до сих пор боятся яиц, как будто бы это фастфуд. Хорошо, давайте теперь честно поговорим о том, что многим мешает до сих пор нормально есть яйца. Вот эти мифы, они как сорняки сидят у нас в голове с 90-х. Хотя давно пора их уже выкинуть. Например, яйца вызывают инфаркт. Сколько раз я это слышал. И все это из-за того, что когда-то лет 30 назад решили, если в яйце есть холестерин, значит оно опасно. А то, что у большинства людей холестерин из еды никак не влияет на уровень в крови, как-то забыли уточнить. Сейчас это уже давно доказано, но миф до сих пор жив. Еще один миф, мой любимый, что коричневые яйца полезнее, чем белые. Тут вообще смешно. Цвет яйца зависит от породы курицы. Все, никакой разницы в составе, 0. Или вот еще один. От яиц появляются прыщи. Нет, прыщи это про гормоны, стресс, сахар, дефициты. А яйца наоборот содержат цинк и серу, которые помогают коже. Если, конечно, вы не заливаете яичницу майонезом и не запиваете ее колой. И, наконец, умозаключение, что желток это жир, а жир значит жир на животе. Вот это вот вообще обидно. Потому что именно желток дает насыщение, витамины и работу мозга. Толстеют не от желтка, а от булки, с которой его едят. Короче, если вы до сих пор боитесь яиц, то вы не один. Нас всех пугали, но теперь у нас есть знания. И яйца в них не враг, а помощник. Теперь давайте чуть практичнее. Как приготовить яйца для максимальной пользы? Самый простой способ это вареные яйца в смятку. Желток остается мягким, значит витамины не разрушаются, а белок хорошо усваивается. При этом 5 минут и готово. Если хотите чуть креативнее, то пашот. Вода, уксус 3 минуты. Никакого масла, никакого перегрева, и вы получаете яйцо как в кафе. Омлет тоже отличный вариант, особенно если готовить его в духовке или на пару. Пара яиц, молоко, зелень, можно помидоры на любителя, подсолили, и у вас полноценный прием пищи. А вот что касается яичниц, по сути можно, просто не нужно топить ее в масле. Добавьте каплю оливкового или кокосового, я, к примеру, жарю на масле кхи. Именно на нем почему-то получается вот прям особенно вкусная яичница. А вот теперь поговорим, чего лучше избегать.
И это сырые яйца. Во-первых, они плохо усваиваются, во-вторых, могут содержать сальмонеллу. И второе, это жарко до корочки на высоких температурах. Там уже и белок искажается, и жиры окисляются, в общем, никакой пользы. И да, яйцо с колбасой и майонезом — это не еда с яйцом, это уже совсем другая история. Лучшее сочетание — яйцо плюс овощи, плюс квашеная капуста, зелень, гречка, авокадо или жирная рыба. Простая еда, которая работает. Здесь один принцип. Чем мягче и проще вы его приготовили, тем больше от такого яйца вы получите пользы. Слушайте, мы сейчас много говорим о пользе яиц. И все это правда. Но будет нечестно умолчать об одном моменте. Яйца — это не волшебный суперфуд для всех, есть нюансы. Первое — это аллергия. Встречается нечасто, но бывает. Причем у взрослых тоже. Кто-то годами не может понять, откуда высыпание, тяжесть в животе, хронические усталости. А потом убирают яйца и становится легче. Если есть подозрения, проверьте. Просто исключите на пару недель. Второе — это наследственная гиперхолестеринемия. Это редкое, но серьезное состояние, когда организм не умеет утилизировать холестерин. Если в семье были инфаркты до 40 лет, или ваш холестерин постоянно зашкаливает, с яйцами нужно быть осторожно, лучше по согласованию врача. Не потому что они точно вредны, а потому что здесь нужна точность и контроль. Третье — это перенесенные сердечно-сосудистые заболевания. Инфаркт, стенокардия, тяжелая гипертония. Вопрос не в том, чтобы убрать яйца, а в контексте с тем, что у вас с липидным профилем. Что вы едите, кроме яиц, как двигаетесь. Часто яйца остаются в рационе, но дозируются и отслеживаются индивидуально. Четвертое — это диабет второго типа. У кого-то яйца идут на пользу, снижают тягу к сладкому, помогают с весом, а у кого-то наоборот ухудшают липиды из-за избытка жиров в рационе. В общем, все решается по анализам. Пятое — это жировой гепатоз. Здесь важен не сам факт наличия яйца в рационе, а его сочетание. Если вокруг яиц овощи, зелень, рыба, каша, все хорошо. А если вокруг колбаса, булка, майонез, все это пожарено на масле, печени может быть очень тяжело. Нагрузка идет от рациона в целом, а не от яйца самого по себе. Шестое — это кожные аутоиммунные состояния. Экзема, псориаз, дерматиты. Иногда яйца могут усиливать воспаление, и тогда их убирают временно, как тест. Как правило, это не пожизненно, это диагностика. И да, сырые яйца натощак. Часто я слышу, вот раньше пили яйца с утра и были здоровы. На деле сырой белок усваивается в 2 раза хуже, чем вареный, а в нем содержится авидин, вещество, мешающее усвоению биотина, плюс риск сальмонеллы, вполне реальный, кстати, особенно при сомнительном качестве продукта. Так что пользы минимум, рисков больше, чем кажется. Сырое яйцо натощак больше миф из прошлого, чем работающий инструмент. И вот что главное, если у вас есть какой-то диагноз, яйца не запрещены, но обсуждаются индивидуально. Не потому что они вредны, а потому что ваш организм может быть сейчас в другом состоянии. А если вы здоровы, перестаньте их бояться. Это простая живая еда. Все зависит не от яйца, а от того, в каком контексте вы ее едите. Но помимо сердца, сосудов, мозга и кожи, есть еще одна тема, о которой редко говорят. Потому что, неловко. А зря, потому что это тоже про здоровье. И вот сейчас про ЖКТ. Да, яйца влияют на пищеварение. Причем довольно сильно, особенно если вы едите их регулярно. В нормальном виде с желтком. Многие этого не связывают, но регулярное употребление яиц действительно улучшают работу желчного пузыря и, как следствие, движение желчи. Но что это значит? Жиры перевариваются легче. Пища не зависает в кишечнике. Стул становится мягким, регулярным, без напряга. Желток — это натуральный стимулятор желчевыделения. А если у вас раньше был то запор, то срыв, то просто ощущение тяжести после еды, вы точно заметите разницу. Кроме того, яйца щадящие для слизистой. Вареное и пашот — это не бекон и жареная картошка, а значит никакого раздражения, никакого воспалительного отклика. Это не магия и не детокс. Это обычная физиология. Когда вы едите еду, на которой тело запрограммировано тысячелетиями, оно начинает работать лучше. Так что яйцо помогает не только сердцу, мозгу и мышцам, но и там внизу. Так что 2 яйца в день — это, возможно, одно из лучших, что вы можете дать своему организму без всяких баночек с БАДами. И да, вы знали, кстати, что глютен тоже не враг. И большая часть людей, которые от него отказываются, делают это вообще без смысла. Подробнее вот в этом ролике. Кстати, там есть один миф, который до сих пор продвигают даже врачи. Не пропустите.